Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп. Август 2023 года. Давайте узнаем, что думают для вашего знака зодиака карты. Конечно, будем реалистами, я всегда об этом говорю. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого и не может быть применим при принятии важных решений. Но я думаю, что какие-то подсказки ваша интуиция и образы карт вам дадут. Мы разделим условно август на 3 декады и достанем 3 карты. Пусть нам карты, может быть, основные события или вокруг чего изменения какие-то будут, или вопросы наиболее важные решаться. Первая декада, вторая и третья декада. Давайте откроем декады. Первая карта сила. Ну и правда, по планетарным всем событиям, мои дорогие овны, у вас сейчас, знаете, как время силы наступает. Во-первых, смена кармических узлов, которая происходит в июле месяце, она вам даже выбора не оставляет. Вот недаром, наверное, ваш знак зодиака, если переложить на Таро, это карта императора, это воля к победе, это когда надеетесь вы сами на себя, это ваша сильная сторона. Не на его величество случай или что кто-то там нам придет на помощь, выручит или что-то сложится, да, в пространстве в нашу пользу. Нет, Овен надеется сам на себя. И нет вам равных в этом плане, и поэтому, видимо, вы достигаете того, чего вы хотите. Но если нам выпадает старший аркан, вот у вас август так начинается, и ведь эта карта подразумевает, с одной стороны, это, конечно, где-то огненная энергия, и нам изображены, посмотрите, лев и девушка с рыжими волосами, как будто друг друга дополняют, когда у нас обязательно все получится. И здесь, знаете, это как союз какой-то, вот этой, наверное, вот этого порыва, когда я хочу осуществить какое-то свое желание. Может быть, это наше эго, но в данном случае оно нам помогает. Нет изображений других как бы на этой карте, но разве что вот та цепь, которую девушка как будто держит на всякий случай, придерживает, точнее, зверя, и мы должны, да, не пойти в разнос. Чаще ведь в других колодах карта сила изображается, карта великого манипулятора. Допускаем то, что люди могут думать по-разному. Это не значит, что мы будем, ну, где-то педалировать свое понимание или свой взгляд на вещи. Мы каким-то образом должны это обойти. Не тратить ни силы, ни время, ни нервы буквально, а научиться взаимодействовать с людьми, потому что мы их не изменим. И стоит ли на это тратить наши силы? Но у вас по старшему аркану прекрасное начало августа месяца. Что бы вы тут ни запланировали, все получится. Вторая декада. Жезлы тоже горячая энергия, но это у нас восьмерка жезлов, это какие-то новости, тех, может быть, новостей, которым мы даже не ожидали, или изменения в обстоятельствах, и мы чего-то не сможем отложить на потом. И для нас будет очень важно быстро откликнуться. Может быть, так сложится, что вторая декада месяца будет построиться именно от каких-то событий, известий, новостей, а для кого-то из вас это просто ритм такой будет, ну, где-то быстрый, скорый, сумасшедший, буквально, когда, ну, нужно вот прямо сейчас и буквально все сразу. Ну, наверное, вы люди очень выносливые, вы достаточно, вообще сильный знак, и у вас достаточно будет, я уверена, и сил. Для кого-то это может быть просто, даже если глобально вы себе что-то не намечали, может быть, получение документов, которыми вы прежде занимались, и теперь у вас появится какая-то возможность осуществить свой проект. Это может быть по-разному. У кого-то и заключение договора, например, или каких-то соглашений, или просто каких-то других важных документов. Но здесь как будто есть в чем-то готовность, и мы должны быстро откликаться. И анализировать-то тоже нам придется с этой информацией, работать, ну, в таком достаточно быстром темпе. Есть такое значение по этой карте, когда если мы что-то отложим на потом,
то потом нам ничего не предложат, или мы можем упустить какой-то шанс. А может быть, это будет еще и, знаете, обстановка меняться вокруг вас, и для вас будет необходимо быстро вносить какие-то коррективы сообразно тому, что же происходит. И так тоже может быть. Третья декада, вокруг чего будет императрица, мои дорогие. Вообще можно заканчивать все наши расклады, прогнозы, потому что, по сути дела, нам уже все рассказали. Карта императрицы – это карта власти, и вы закладываете свою собственную власть и свою собственную структуру. Но нужно быть аккуратному. И если мы говорим, вы где-то как сигнификатор – это карта император, а у императора у него больше такой энергии, которая нацелена на самого себя. Это когда есть мое мнение, вот оно одно, и если второе, то оно неправильное. Безусловно, потому что много энергии сконцентрировано в вас самих, в ваших руках, в ваших мыслях. А императрица, она более мягко действует, ведь это тоже карта власти. И она сумеет вот использовать разные энергии. Вот где-то ближе по карте сила. И она договорится со всеми, она любое дело повернет все равно в свою какую-то сторону. Если она задумала, что ей нужно осуществить проект, нет препятствий вообще. Но для кого-то это может проиграться смена статуса, безусловно. Как предложение, может быть, руки и сердца, мои дорогие. Или была какая-то дружба, а тут вы задумаетесь о том, чтобы проживать вместе. Для кого-то из вас получение новой должности. Для кого-то из вас осуществление своей мечты, ведь императрица у нас часто изображается как беременная. И у кого-то может проиграться и беременность, мои дорогие девушки. Но имеется в виду еще вот эта плодовитость на идеи, на какие-то инсайты. И здесь, повторяюсь в очередной раз, для вас нет ничего невозможного. Поставил, если Овен перед собой какую-то цель, и, кстати, к мужчинам ведь это тоже относится. Если вы ставите перед собой цель, просто избрать правильный метод, вот как по императрице. Где-то, видимо, не надо действовать напролом или продавливать какую-то ситуацию. Вполне вероятно, следует подождать, и ситуация сама упадет вам в руки и разрешится. Вот такая энергетика. А где-то, ну, вот так вот мягко обойти или договориться, или расположить к себе людей. Вот это будет тоже очень важно, ведь как раз по карте сила идет победа интеллекта. Поэтому тоже примите во внимание. Ну, что вам сказать? Все в вашей власти. Я планировала достать 2 карты. Сейчас уже, глядя на эти 3, как бы нечего добавить, правда? Какой-то краткий получился и емкий одновременно наш расклад. Но планировала я достать 2 карты, как бы узнать, какие 2 сферы жизни будут наиболее активны или могут проиграться в течение августа. Но у вас 2 старших аркана, поэтому как и личная жизнь, и собственные достижения. Вот тут однозначно. Ну, давайте, ладно, достанем 2 карты. Может быть, какие-то подсказки нам еще дадут. Первое событие и второе. Первое событие или первая сфера жизни. Туз жезлов. Нам подтверждают весь наш расклад, что ваш какой-то внутренний инсайт. То, что я хочу осуществить, да все получится. Но туз жезлов – это чаще всего возможности и много вот этой горячей, страстной, огненной, сильной энергии, с которой вам, мои дорогие, придется как-то управляться. Ну, давайте второе событие. Здесь будет, скорее всего, знаете как, либо сфера ваших личных достижений, смена статуса или информация, может быть, работа с информацией, придет какое-то сообщение, может быть, изменятся еще и обстоятельства вокруг вас. Вы можете, мои дорогие овны, сделать какой-то очень важный выбор. И это будет как точка невозврата к прошлому. Вот словно в августе у вас тут направление меняется. А что у нас второе? Правда, больше карты не тяну. О чем еще рассказывать вам? Все, что могло, мои дорогие овны, удивительный расклад. Сколько делаю расклады, такого у меня еще не было. Карта мага. Просто помните, посмотрите, карта силы, карта мага. Это 2 великих манипулятора. Это все равно где-то мы, ну, не пробиваем мы эту брешь, понимаете? Есть момент такого обходного какого-то пути или какого-то маневра. Потому что маг, у него все стихии в руках. Ему не нужно что-то доказывать. Его задача осуществить задуманное. И значит, таким или иным путем, с помощью где-то интуиции,
Для вас, мои дорогие овны, ну нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.